Всем здорово, народ! Сегодня мы обозреваем ФВ Монаха, Монаха, танцующего с ветром. Ему в последнее время много и часто все меняют, это приятно. Поэтому сейчас будет интересно. Погнали смотреть видос. Итак, билдачок. Всегда качаем кондуита, здесь уже без изменений. Shadowpan не подходит нам в текущей мете. И, кстати, выборочные таланты здесь тоже всегда без изменений. Левый, левый, левый и, конечно же, левый. И теперь поговорим про ветку Windwalker. Она здесь выкачивается всегда одинаково, но вот смотрите, в чем суть. Мейнстримно теперь качать и играть через молнию. В прошлых патчах, сезонах и так далее кто-то пытался играть через молнию, но это не было прям такой полноценной базы. Сейчас же все абсолютно берут себе поголовно конденсатор последнего императора и силу Властелина Грома, поскольку реально молнию сделали мощной, и через это нужно играть. Плюс немного вам заспойлерю, у нас теперь появился новый, по сути, талант, пронизывающие ветра, который заменяет нам удар летящего дракона. И давайте я вам продемонстрирую, как теперь это работает. Это зажимной спелл, который мы можем накопить и просто вот так вот, хоп, полететь вперед. Нормально? Нормально, интересно, по крайней мере. Но опять же, это мы чуть позже разберем. Сейчас давайте вернемся к билду. И еще один талант, который стоит упоминания, это передача силы. То есть мы настакиваем себе эффекты, чтобы наши неистовые кулаки просто дамажили больше, когда мы имеем эти стаки. Раньше это не всегда бралось, сейчас тоже берем постоянно. Короче, это сейчас стандартный такой базовый билд на Windwalker, и я бы вот в этой ветке вообще ничего не менял, просто оставлял бы всегда и бегал таким вот образом. А если мы говорим про общую ветку монаха, про левую, то здесь, смотрите, у нас несколько вариантов. Я подготовил два, в целом их может быть больше, тут уже от вашей фантазии все зависит. Первый билд, давайте я его назову против а-ля физиков-милишников, которые имеют бурстовые заезды по нам, и нам это в идеале как-то переживать. Ну типа Саброга, да, когда по вам скрывается, вам будет очень больно, если вы какой-то сейф не нажали заранее, или если у вас тринкета нет, в общем, ну вы понимаете, такие стандартные проблемы монаха. Здесь обязательно мы себе выкачиваем танец ветра, который позволяет нам снивелировать до 90%. Вот видите, у нас может настакаться до 90% резиста. Дэмэдж от следующей физической тычки, какой-то атаки. Это приятно. Опять же, во время боя вы можете постоянно лосать, мансить. Например, вы нажимаете телепорт, немножечко себя подхилили, вернулись обратно, и у вас уже там 2, 3, 4 стака накопилось. То есть это будет резист в несколько процентов, там в 30, допустим. Периодически это будет нам помогать, и это хорошо. Плюс также в синергии это работает с отскоком назад. Талант, который позволяет нам каждые 30 секунд очень быстрая кдшка на данную пассивку. Иногда бывают таланты на сейф, которые там минуту, кдшатся 1,5 минуты. Здесь же кд очень быстрая, 30 секунд. Так вот, позволяет нам переживать какие-то бурстовые заезды. Вы просто понижаете по себе дэмэдж на 20% на 4 секунды. Каждый раз, когда по вам начинают именно мощно заезжать. Ну, то есть, вас же не всегда будут хитовать по 12% за раз, правильно? Правильно. Скорее всего, это будет предвещать какой-то более крупный заезд. И вы вот просто за счет этой пассивки будете лучше переживать. Это хорошо. Третьим поинтом в данную кучу я просто взял себе стремительность, но это не обязательно. Вот данный талант вы можете не брать, если он вам не нравится. Опять же, качать детокс, если играете против разбойников там или каких-нибудь дотеров по типу чернокнижников. Вот просто детокс берем, диспелим всю фигню. Если детокс не нужен, то опять же, посмотрите, куда хотите засунуть этот поинт. Кто-то себе качает небесную решимость, но мне не нравится данный талант, мне и так хватает. Поэтому я себе просто взял стремительность, чтобы и себя бафать, и еще союзников своих тоже бафать. Но если вам данный билдачок через а-ля засейвку не нравится, или вы понимаете, что он вам просто не пригодится, по крайней мере, вот резисты к физическим тычкам и так далее, можно взять себе второй альтернативный билд. Я себе придумал вот такую вот штучку. Я выкачиваю в двойку мастерство ЦИ, которое увеличивает магический урон наш на 4%, и хил тоже увеличивает на 4%. Это нормально работает вместе с волной ЦИ, которая, опять же, просто нам добавляет и хила немножко, и дэмэджа нам немножко добавляет. Нравится мне данный пассивный талант, кстати. Он раньше был активный, потом пассивный. В общем, как пассивка вообще приятно. Даже нажимать ничего не надо дополнительно. Так при этом, по сути, мастерство ЦИ еще стакается с нашей молнией, потому что наша молния наносит дэмэдж от природы. Natural damage, да, наносит наши молнии. По идее, это же магический урон. Получается, мы разгоняем себе молнию еще на 4%. Но даже если это с молнией не работает, все равно это нам позволяет лучше выживать за счет просто увеличенного хила. Опять же, мы здесь взяли два таланта, взяли волну ЦИ, и у нас еще есть наша Vivify, наше оживление, которое мы периодически можем кастовать моментально, без каста, когда нам прокает, соответственно, наш бафчик. И по итогу получается очень неплохо. Если нам, опять же, нужен детокс, просто достаем один поинт отсюда и засовываем в детокс. Да, у нас тогда будет меньше на 2% из-за хила и дэмэджа, но зато будет дополнительный спелл, который позволит в моменте им пользоваться. Поэтому давайте резюмируем. Кондуита и Windwalker мы всегда оставляем вот идентично. А вот левую ветку монаха можно немножко видоизменять. Опять же, мне нравится данная сборочка, но если нужно переживать какие-то мощные заезды и если много физического дэмэджа у противников, то берем билд через засейвку. Короче, засейвка билд и хилищий билд.
Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует. Также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании. Приглашаю на свой бусти. Но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. Теперь PvP-шные таланты, народ. Мы всегда берем себе турбо-кулаки. Невероятно вкусный талант. Даже если мы играем против вот фулл лобби кастеров, ни одного нету милишника. Понятное дело, самая приятная фича — это то, что мы можем парировать физические тычки. Даже если нету миликов, даже если фулл лобби кастеров, все равно замедление вот это в 90% можно оставить, но уже не так обязательно. И окей, если фулл кастеры, можно взять себе, например, талант оседлать ветер. Тоже неплохая альтернатива будет в данной ситуации. Вторым PvP-шным талантом абсолютно всегда берем себе абсолютную безмятежность, потому что теперь, когда мы кастуем кондуиты, нас нельзя будет законтролить. А вот третий талант уже выборочный. Мне очень нравится взмах летящего дракона. Когда вы кастуете удар дракона, вы подбрасываете противников в воздух, и они начинают медленно опускаться. Понятное дело, это максимально приятно против кастеров, но и против милишников тоже иногда может заходить. В целом, если вы понимаете, что он вам не пригодится, то можно взять дизарм. И по сути вы балансируете между вот этими талантами. Дизарм, если против вас есть какой-то неприятный милишник, которому хочется в бурсты нажать эту кнопку. Ну и восходящего дракона, если против кастеров играете или понимаете, что в моменте, опять же, тоже будет вам полезно. Теперь геймплейч, народ, да? Как у нас просто суета за монаха происходит, как мы противников наших уничтожаем. Опять же, рекомендую вам поставить аддончик, который будет отображать баф на оживление. То есть вот у меня сейчас, видите, вот эта плашка есть, я понимаю, что я могу моментально кастануть оживление. Плашки нету, она будет кастоваться, ну, просто без бафа, как обычно это происходит. Плашка есть, но кастуется моментально. Ну, просто чтобы не смотреть куда-то вправо, наверх, не искать его глазами, просто поставили себе куда удобно. Это приятно, можно так отслеживать. А если вкратце по нашей идеальной такой бурстовой ротации. Мы призываем Сюеня, нажимаем лапу, станем всех противников и потом нажимаем все пробафы. То есть это вот разложение, буря, земля и огонь. Потом все ваши жетоны, если они у вас имеются. Если вы играете за орка, нажимаете расовую активку. В общем, все пробафы, которые у вас имеются, нажимаем. Да? После этого мы кастуем, соответственно, удар Винлорда. После него кастуем кондуиты и сразу же прожимаем кондуиты, как только есть такая возможность. Ждем, пока он закончится, и потом в любой последовательности удар восходящего солнца, неистовые кулаки, и у вас будет доступен ваш удар крутящего дракона. Его тоже нажимаем, и дальше смотрим по прокам. Что он прокает, то и нажимаем. Скорее всего, у вас прокнет нокаутирующий удар, у вас прокнет танцующий журавль, и в это время, пока вы все это бьете, кастуете, вы, во-первых, наносите нереально дохрена дэмэджа бурстового, и вы копите стаки на молнию. Молнию можно прямо до 20 стаков додерживать, когда у вас прям будет максимальный разгон по дэмэджу. Можно в целом нажимать ее там на 10 стаках, на 12. Но опять же, главное, смотрите, чтобы у вас в это время были призваны ваши копии, потому что, ну, они тоже вам добавляют дэмэджа и с молнии. По поводу пронизывающего ветра. Если мы хотим его использовать на дэмэдж плюс мувмент, или просто на мувмент, то мы его зажимаем максимально, чтобы, очевидно, пролететь максимально далеко. Если мы хотим его просто на дэмэдж нажать, клацаете без зажима, и он на месте прокрутится, там, ну, чуть-чуть стрейфанется вперед. В общем, вообще никуда не сдвинется в моменте, это будет вот ради дэмэджа нажат. Demonstration, да, вот как-то подошли к противничку, Сюень, лапа, всех застанили, максимальные пробафы, пошли ударом Винлорда, сделали кондуита зажали, ждем. Ну и потом просто по классике восходящее солнце, неистовые кулаки. Потом крутим от дракона, и видите, у меня вот прокнул журавль, я нажимаю журавль, прокнул нога, я нажимаю ногу. Главное, не нажимайте один и тот же дамажный спелл 2 раза подряд, потому что в таком случае у вас пропадут ваши хит-комбо. Хит-комбо увеличит вам просто дэмэдж, и вот пока вы 2 раза подряд один и тот же спелл дамажный не нажали, они у вас и есть. Вот это все. Потому что, смотрите, вот я нажимаю лапу, смотрим, нажимаю лапу еще раз, видите, все, хит-комбо пропали. Вот так вот. Плюс, опять же, не забываем, что у нас неистовые кулаки наши настакиваются. И сейчас у нас, когда 10 стаков, это максимум, у нас дэмэдж от них максимально разогранный, и мы нажимаем, соответственно, кулаки под стаками. Но, опять же, в бурстовой ротации не обязательно прям отслеживать стаки на кулаки, вы можете нажимать их в моменте, когда они вам нужны. Потому что, опять же, не забываем, что с PvP-шным талантом мы также еще и парируем все тычки милишные, которые у нас прилетают. Ну и вот смотрите, у меня накапливаются стаки на молнии. Сейчас у меня 8 стаков, уже солидно. Я могу прямо сейчас нажать молнию, опять же, под мою бурю, землю и огонь, да? Могу, опять же, продолжить просто туннелить таргет и ждать прям 20 стаков. Ну давайте вот 20 стаков наберем. Ну и, кстати, в моменте, опять же, когда вы просто с противниками так вот сражаетесь, можно использовать еще и пронизывающие ветра дополнительно. Например, вот я их сейчас всех подкидываю, кручу журавля и хочу ради дэмэджа нажать эту штучку. Вот, видите, без зажима. Он мне немножечко вперед просто как бы мувается, но не летит далеко, прям на километр. Так, что у нас тут? 18 стаков есть, да? Давай еще больше. Больше стаков. 19. 20.
Все, вот я накопил 20 стаков, у меня молния начинает светиться, гореть. Опять же, как я хочу максимально эффективно это все сделать. Но опять же, через какой-то спел мы до противников доходим, всех их станем, опять же нажимаем наши пробафы, и смотри сейчас, сколько у меня дэмэджа будет с молнией. Ну-ка, подожди, братишка. Бам, молнию нажимаю, ну-ка. Ну ты смотри, там было, по-моему, да, 2.38, 2.38, 2.22 дэмэджа с молнией. Думайте. Почему сейчас играют через молнию? Просто думайте. Ну и концептуально, конечно, в иванах мне невероятно нравится. Очень много утилок, которые можно разносторонне использовать. Ну вот, например, круг мира, да. Можем нажать его как сейф для себя, как сейф для тиммейта и как нарушение позиционки противника. Ну вот, допустим, представим, что это лекарь, да. Я сражаюсь с миличником, ну и как будто бы мне не хватает дистанции, чтобы круговой удар ногой нажать и застанить. Я подкидываю краешком круга мира хила и станю их всех. Я это невероятно часто проделываю, и это сильно демотивирует противника в момент боя. Но прикинь, ты подкинул просто лекаря, застанил его, у него и позиционка сломалась, и станом ты попал по нескольким противникам. Можно вообще всех троих станить. Ну, при этом у нас, понятное дело, есть паралич, у нас есть дизармы, у нас есть спел на мувмент, который теперь еще и дамажит, посмотри, можно насколько далеко улететь, это хорошо. При этом 3 кувырка имеется, 3, Карл. При этом у нас есть столкновение, когда мы, опять же, чаржимся вот так вот с противником, соединяемся на центре и рутаем их при этом. И главное, геймплей кайфовый, мне очень нравится. Опять же, присутствует 100% практически сейф в виде телепорта. То есть у вас вот пробили на 50% хп, там, допустим, вы нажали телепорт, просто подхилились оживлением, там, раза 3-4, допустим. Вы можете пару раз нажать так, у вас откдешится вот баф, телепортируетесь обратно, и вы практически фуловый. Даже если не фуловый, у вас там тиммейт, ваш лекарь подхилит. Ну, очень много возможностей не умирать. Главное, не заигрываться. Вот это вот реально такая тема, когда вы все свои сейвы отдали, вас очень просто убить. Невероятно просто. В этом-то и суть монаха. Он мобильный, у него есть много сейвов, но если вы в моменте как-то профокапились, и, допустим, у вас нет тринкета, и вам фуловый кидный разбойник вешает, то вот это будет реально больно. По статам, народ, у нас все как прежде. Топ-1 для нас это искусность, потом универсальность, и потом уже скорость крит. Вот скорость крит не важно, главное искусность. Топ-1 рейтинг, потом универсальность добираем. Это самое главное. Вот такой вот обзорчик на ВВ Монаха, народ. Дважды его пришлось записывать, но ничего, бывает. Если вас интересует не только WoW Актуал, а также другие игры, WoW 3.3.5, ну и в целом мои стримы, то подписывайтесь на Телеграм, там у меня все анонсы и ссылки присутствуют. На этом я видос завершаю, народ. Всем прогрессив PvP, всем чао, всем пока.